Всем привет! Сегодня поговорим на такую тему: стук в задних колесах при нажатии тормоза. Чем это может быть связано? Причин очень много. Сегодня я вам хочу показать свой стук, какой у меня. Сегодня я подключу камеру сзади, чтобы она, конечно, уловила стук. Вот. И примерно какие бывают моменты. Стук бывает разный. Бывает просто при нажатии стукнул раз и все. Но это там уже может быть что-то другое. А вот именно если с тормозами какая-то проблема, то вы едете себе спокойно, да. Вы можете либо дернуть за ручник в движении, будет стучать, либо нажать на тормоз, будет стучать. Стук будет идти с определенной частотой. То есть примерно чем вы быстрее едете, тем с какой-то определенной частотой что-то ударяет непонятный или предмет, или что там может быть попасть. Причин много. В общем, потом я сейчас, после того, как мы послушаем, какой у меня стук, я вам примерно расскажу, что может быть. И в следующих видеороликах будем полностью заниматься задними тормозами, будем все разбирать. Мы сделаем это весной, но все же хочу сейчас вам показать, потому что я уже езжу где-то так 1,5 месяца. Изначально был свист какой-то такой, тоже с такой определенной частотой, очень громкий. А потом при нажатии тормоза начинался небольшой стук. Сейчас свист вроде пропал, но стук остался. Поэтому я вам расскажу, какие причины. В общем, кто не хочет это, у меня будут тайминги в описании. Кто не хочет смотреть вот эту вот всю процедуру моего стука, а именно перейти к теме, что может быть, нажимайте, кликайте на тайминг и смотрите непосредственно по теме. Возможно, будет вам полезно. В общем, все, не забываем ставить лайк. И, конечно же, поехали устанавливать камеру и послушаем, какой у меня стук. В общем, погнали. Так, вот так все выглядит здесь. Все подключили. В общем, будет она улавливать стук наш. А мы поехали, естественно, послушаем это звучание. Все, поехали, сейчас послушаем этот стук. Надеюсь, его будет слышно. Я очень об этом надеюсь, потому что дорога тоже не очень. Думаю, вы слышали. Едем еще, слушаем еще раз. Разгон набираем. Очень слышно, его даже слышно походу в салоне. Сейчас еще вот здесь кусочек дороги. В общем, очень мне не нравится это все. Ладно, будем ехать дальше и разберемся уже. Так, давайте сейчас я остановлюсь, наверное, вытяну камеру оттуда, потому что я боюсь ее потерять. В общем, ребята, вы слышали этот стук. Стук был не очень приятный, потому что его было слышно как в салоне. Я не представляю, как его там слышно на улице. Наверное, камера там очень сильно уловила это звучание. Вот, и мне это не нравится. Понятное дело, потому что в любой момент может самое хуже быть это заклинить колесо в дороге. Ну, насчет того, что оно откажет тормозить, в принципе, есть еще 3 колеса, которые остановят автомобиль. Но все же, если в дороге заклинит заднее колесо, то будет как бы не очень. В общем, что может быть такой проблемой стука? Давайте поговорим об этом. Проблема стука может быть, первое, это лопнувший барабан. Если примерно у вас пошел большой износ барабана, да, стенки его стали тонкие, или вы его перегрели, он может лопнуть, дать трещину. Вот, эта трещина может быть именно в том месте, где непосредственно прикасается сама тормозная колодка. Вот. Если эта трещина есть, сам барабан уже, конечно же, будет в этом месте гулять. Вот. И при нажатии тормоза будет как небольшая ступенька. И в эту ступеньку будет попадать колодка. Естественно, может быть такой стук. Конечно, такой стук может быть недолгий, потому что все-таки может заклинить колодку, ее вырвать может со своего места, да. И как бы потом еще будет, может быть хуже. Может быть там и заклинит колесо, потому что она где-то попадет, заклинит, что может быть. То есть, чтобы не пришлось вам потом все менять. Неправильная установка изначально колодок. Где-то поставили неправильно, не зафиксировали в свое место. Вроде ездили, тормозили, оно спало со своего места. Вот. Где-то элементы неправильно встали, может зацепаться, естественно, за болты, которые закручиваются колесо. Как можно проверить, изначально продиагностировать сзади, что именно набивает.
Первое, что вы можете сделать, это выкрутить по одному болту, которым вы закручиваете колесо, и посмотреть, нету ли на конце болта как бы такое место, где как бы подтертое. Если вы видите на каком-то из 4 болтов подтертые моменты, да, то естественно, что за какой-то из этих болтов, которые как бы, естественно, кончик резьбы немножко зачесан, может быть, за какой-то предмет внутри касается, и поэтому происходит такой стук. То в любом случае вам нужно будет разбирать. Вот, можно, конечно же, этот болт немножко подоткрутить, чтобы он не сильно заходил, да, либо укоротить, но это не решает проблему, все-таки что-то внутри может быть. Ну и такие случаи тоже есть. Вот я думаю, вы сейчас опять слышите этот звук. Поэтому я вам все-таки советую в любой ситуации, если слышите посторонние шумы, займитесь и поменяйте, потому что тормоза в автомобиле это самое главное. Не столько главная скорость, сколько главное, как вы потом сможете остановиться при какой-то определенной скорости. Вот, я считаю так. Поэтому нужно все диагностировать, и в следующих видео мы, естественно, все разберем и посмотрим, потому что, ну, если мы не сделаем это максимально быстро, то, конечно же, может быть всякое. Может, самое лучшее, что может быть, это не на большой скорости это колесо заклинит, а самое хуже, если это колесо заклинит на большой скорости. И тогда уже будет, помимо того, что мы лишимся резины, которая может стереться, вот эти вот стуки меня, вы, думаю, их слышите, и потеряете резину. Ну, в лучшем случае, если это зима, вас может еще занести в сторону, это тоже может быть плохо. Я считаю, нужно все-таки вовремя все устранять. Я не знаю, когда я этим займусь, но, ребята, я обязательно сниму это в своем ролику и покажу вам, что же все-таки набивало и било по моему колесу заднему. Ну, в общем, как-то так. Ну, на сегодня, думаю, все. Я сделал такое краткое видео. Возможно, будет кому-то оно полезно. Просто, ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить, естественно, эту проблему, которая будет уже видна. В общем, все, ребята, на сегодня все. Слышали? В общем, ребята, на сегодня все. Если было видео интересно, немножечко полезно, потому что я сегодня просто вам продемонстрировал этот стук. Вот, не забудьте поставить лайк. Также ждите следующих видео, и чтобы их не пропустить, нажимайте на колокольчик. Также пишите комментарии, если будут какие-то вопросы. Я с радостью на них отвечу. Подписывайтесь на мой канал, ребята. Ну и всем пока.